Уважаемые коллеги, с 30 сентября российской авиационной группой выполнен 4201 боевой вылет. Из них 145 вылетов самолетов стратегической ракетоносной и дальней бомбардировочной авиации. Наносятся бомбовые удары по основным объектам инфраструктуры, скоплениям военной техники и живой силы боевиков. За последние несколько недель увеличена интенсивность ударов по позициям ИГИЛ и других террористических группировок. Российская авиация продолжает уделять первостепенное внимание подрыву источников доходов террористов в Сирии. С этой целью только за последние 3 дня было уничтожено 6 объектов незаконного нефтепромысла боевиков, а также 7 колонн автомобилей, перевозивших сырую нефть и продукты ее переработки. С начала нанесения ударов российской авиации уничтожено свыше 1200 таких наливников. При поддержке российской авиации вооруженные силы Сирии продолжают вести наступление по всему фронту. При этом наиболее интенсивные бои проходили в провинциях Латакия, Алеппо, Хама, Хомс и пригородах Дамаска. Формирования террористов несут значительные потери. В провинции Алеппо правительственные силы продолжают расширять зону безопасности вокруг аэродрома Квайрис, развивают наступление в юго-западном направлении на Идлиб. За последнюю неделю, преодолевая упорное сопротивление бандформирований, освободили 9 населенных пунктов. В провинции Латакия штурмовые отряды сирийской армии вели наступательные действия в северном и западном направлениях. На севере провинции войска расширили контроль над участком сирийско-турецкой границы. В районе городов Сирмани и Сальма зачищены от боевиков тактически важные высоты и населенные пункты. В центральной части Сирии правительственные войска и подразделения ополчения захватили ряд важных высот и рубежей в окрестностях города Мхин. В пригородах Дамаска правительственные силы продолжают вести рейдовые действия, сужая кольцо окружения незаконных вооруженных формирований на направлениях Марш-Султан, Нула, Дума, Зибдин. Успехом наземной операции сирийских вооруженных сил способствуют действия так называемой оппозиции против ИГИЛ. В настоящее время на территории Сирии действует более 150 подобных формирований. Наиболее патриотически настроенные из них уже воюют во взаимодействии с сирийскими правительственными войсками. Сегодня их насчитывается более 5000 человек. С ними налажен и поддерживается постоянный контакт. Формирование оппозиции предоставляет командованию российской авиационной группы координаты объектов террористов для поражения. Приведу несколько примеров. Так, в интересах поддержки наступающих в направлении Рака отряда «Ганим», входящего в сирийскую свободную армию, и вооруженных формирований демократических сил, только за последние сутки нанесено 17 ударов по позициям ИГИЛ севернее Раки. По данным объективного контроля российской авиации уничтожено более 150 боевиков и 11 единиц техники. Кроме того, нанесено 18 ударов по террористам в интересах отрядов «Львы пустыни» и «Каламун» в районах Эль-Каратьен и Пальмиры. Хочу подчеркнуть, что мы намерены и далее вести работу, направленную на объединение усилий правительственных войск и других формирований, заинтересованных в освобождении Сирии от международных террористов. Спасибо за внимание.